Приветствую вас, дамы и господа, на моем канале «Политическое обозрение». Сегодня мы коснемся важной темы, а именно пандемии, вызванной COVID-19. Итак, первое, что происходит в ситуации с вирусом. Второе, правду не утаить, врачи в панике. Третье, Путин лишь делал вид, что работает на благо Родины. Ситуация с пандемией на первый взгляд выглядит довольно спокойно. Мы не наблюдаем туда-сюда шныряющих карет скорой помощи, не констатируем заболеваемость среди родственников, падающих в обморок людей на улицах тоже не видим. Но тем временем ситуация выглядит безмятежно лишь на первый взгляд. Страна, по мнению незаинтересованных наблюдателей, быстро набирает обороты по количеству выявленных случаев заражения COVID-19. В пользу чего свидетельствуют цифры, которые четко указывают на рост показателей заболеваемости, а именно 232-243 тысячи заболевших уже зафиксировано, из них 2010 случаев с летальным исходом. 12 мая в России был установлен новый рекорд по заражению. В сообщении указывалась цифра в 16 750 случаев, выявленных за сутки. Данная статистика указывает на то, что Россия по числу заражений уже обгоняет такие страны, как Франция и Германия. При этом вышла уже на 5-е место в мире по числу зараженных вирусом COVID-19. Также в России на данный момент зафиксированы самые высокие темпы заражения COVID-19 среди европейских стран, которые на данный момент смогли обуздать пандемию и постепенно начали снимать ограничения на передвижение граждан, а также с осторожностью запускают экономику, что для граждан ЕС не обойдется обнищанием, в отличие от нас, из-за того, что пропаганда по указке властей сравнивала этот вирус с обычным гриппом. Тем временем у нас повсюду идут жалобы со стороны медперсонала о том, что им не хватает средств индивидуальной защиты, что способствует заражению медицинских работников, которых и так не хватает, потому что на фоне всех данных по состоянию дел в медицине врачи массово увольняются, не получая никакой помощи со стороны государства. Кстати, заявленные Путиным доплаты врачам тоже остались лишь пустым сотрясанием воздуха. Помимо прочего, Путин на фоне данных, которые не выглядят оптимистичными, рассматривает возможность постепенного снятия ограничительных мер, что, конечно же, сразу выльется в рост вспышки заболеваемости, если снятие ограничений все же состоится. Как мы видим, цифры не лгут и свидетельствуют в пользу того, что вирус в России только набирает обороты, а значит, о снятии ограничительных мер не может быть и речи. Что однозначно должно вынудить Путина и его сподручных открыть кубышку и начать производить выплаты гражданам, которые и собирали ее на случай, подобный этому, и эти меры должны выполняться в полном объеме и без каких-либо заложенных бюрократических деталей, из-за которых большинство граждан, повесив голову, не захотят с этим связываться. Курьерами пусть разносят людям финансовую помощь, взамен прося лишь поставить закорючку в виде подписи в ведомости. Данные меры должны выполняться в полном объеме и до полного снятия риска заражения или до выработки проверенной вакцины против COVID-19. У многих, отслеживающих ситуацию в России, складывается впечатление, что путинская клика специально занижает масштабы пандемии, чтобы снять с себя всякую ответственность по поддержке граждан России в ситуации, связанной с пандемией. Поэтому они и форсируют процесс, связанный со снятием ограничительных мер. Но эта порочная мера приведет лишь к неконтролируемому распространению заболеваемости, что приведет к кратному увеличению смертельных исходов. Называется это «скупой платит дважды». Либо все-таки придется хоть раз в жизни взять на себя ответственность и принять необходимые меры по обеспечению населения финансовыми средствами, необходимыми для удовлетворения потребностей. Также свидетельствует о замалчивании проблемы, связанной с эпидемией, нынешними властителями в России. Такие факты, как задержание в апреле Анастасии Васильевой, главы независимой ассоциации российских врачей, за то, что она обвинила правительство Путина в умышленном занижении количества заболевших коронавирусом, а вместо этого ставят диагноз пневмония. Далее, 5 мая врач скорой помощи рассказал, что средства индивидуальной защиты они вынуждены надевать только в тех случаях, если им заранее известно, что пациент болен коронавирусом, так как носить их постоянно не предусмотрено регламентом и просто их не хватает на всех, поэтому многие медработники в силу этих причин контактировали с зараженными, узнавая об этом позже. Можно представить, что чувствуют в этот момент медработники, которым после смены идти домой и нести заразу своим родственникам.
Также врач Марина Замятина из госпиталя для ветеранов в Санкт-Петербурге уволилась из-за того, что руководство разводило руками при обращении врачей, которые просили решить проблему с острой нехваткой средств индивидуальной защиты, без которых приходилось, рискуя собственной жизнью, работать с больными COVID-19. Издание Guardian пишет, что в одной из больниц Санкт-Петербурга коронавирусом заразилось аж 110 работников скорой помощи из-за той же проблемы, связанной с нехваткой средств индивидуальной защиты. На данный момент существует даже сайт, где опубликованы имена всех медицинских работников, погибших от пандемии COVID-19. По состоянию на 11 мая их насчитывается уже порядка 160 человек. Но список постоянно пополняется, ибо средств защиты больше не становится, а пандемия в России продолжает набирать обороты. Ссылка на сайт будет в описании. Также сопредседатель независимого профсоюза медработников «Действия» Андрей Коновалов рассказал тому же изданию Guardian, что в России наблюдается массовое инфицирование медработников и что больницы являются больше не лечебными учреждениями, а рассадниками вируса COVID-19. Помимо прочего, по стране наблюдается череда загадочных смертей врачебного персонала. За последние недели 3 врача выпали из больничных окон, 2 со смертельным исходом. 24 апреля произошел очередной загадочный случай, связан с тем, что из окна 5-го этажа Московской больницы выпала 48-летняя Наталья Лебедева, заведующая отделением скорой помощи Звездного городка, где она проходила лечение от коронавируса. Возможно, это связано с тем, что руководство ее больницы обвинило ее в том, что по своей халатности она стала виновником заражения коронавирусом нескольких сотрудников больницы, в которой, как и везде, не хватало средств индивидуальной защиты. Но этого мы уже не узнаем, так как человек погиб. 25 апреля из окна 5-го этажа выпадает Елена Непомнящая, которая на тот момент исполняла обязанности главного врача Красноярского госпиталя для ветеранов, предположительно, которую чиновники понуждали превратить ее госпиталь в центр по приему граждан, инфицированных коронавирусом, хотя в больнице находился всего один аппарат ИВЛ и отсутствовали средства индивидуальной защиты, а также возрастная категория граждан, которые там проходят лечение, автоматически становятся смертниками. Но и в этом случае это лишь предположение, так как человек погиб и правду мы не узнаем. Все перечисленные случаи показывают, что ситуация с медициной в России находится в глубоком кризисе, и что вместо ее развития Путин и его сподручные занимались разбазариванием ресурсов с целью личного обогащения, а медицина, образование, социальные сферы их вовсе не интересовали, что и проявил вирус под названием COVID-19. Теперь по поводу опасности повторного заражения. Итак, порядка 60% людей, переболевших коронавирусом, имеют риски повторного заражения, так как их организм в ответ на заболевание до появления антител вырабатывает интерфероны, которые уничтожают вирус, поэтому в выработке антител нет необходимости. Тем более, что на их формирование необходимо значительно более длительный период времени. Именно по этой причине у многих иммунитета на этот вирус не вырабатывается, что сохраняет риск повторного заражения, а следовательно крайне негативных последствий необратимых изменений для всего организма в целом. Надо заметить, что всех этих последствий можно было избежать, если бы, первое, власть была ответственной перед избирателем, а не перед собой, ибо переназначение, которое происходит не впервой, от выборов уже не зависит, а следовательно и ответ держать не перед кем. Второе. Вовремя принятые меры после первых новостей о распространении вируса в китайском городе Ухань, вместо того, чтобы, смеясь, называть все это цирком Шапито и рассказывать и с помощью пропаганды в том числе, что это всего лишь одна из разновидностей то ли гриппа, то ли пневмонии. Третье. Ответственная власть не допустила бы такого удручающего положения в российской медицине, где не то что аппаратов ИВЛ и средств индивидуальной защиты, не хватает банально масок и койко-мест. При этом в их больницах и поликлиниках только что ступеньки не из золота отлиты, ибо есть риск подскользнуться, что для их немолодого поколения данное происшествие может стать фатальным. Четвертое. За 20 лет сидения у руля Путина и шайки, а также за проданные с тех пор ресурсы нефть и газ, можно было не только здравоохранение, образование, социальную и инфраструктурные сферы обустроить по высшему разряду, а сделать каждого гражданина обладателем хорошего банковского депозита, что позволило бы россиянам быть вполне довольными жизнью и гордиться своей страной, вместо того, чтобы всеми ресурсами страны обладали 1500 семей жуликов и воров.
Чтобы в будущем подобного не происходило, власть должна сменяться регулярно, а выборы должны быть конкурентными и прозрачными. Спасибо за внимание и удачи нам всем. И, пожалуйста, берегите себя и своих близких. А также не забывайте писать комментарии, ставить лайки и подписываться на канал. До новых встреч!